Темнота, скрежет замка, холодный щелчок двери. Камера закрылась, и назад пути нет. Ты оказался по ту сторону. Все, что было раньше, больше не имеет значения. Здесь действуют другие законы. Здесь решают не только суд, но и режим. Тюремная система – это как шахматная доска. Белые и черные. Пешки, которые думают, что могут стать королями. И короли, которые забыли, как быть людьми. Но самое страшное – это не люди, это сама система. Слепая, жестокая и бездушная. В этой истории не просто камеры и заборы с колючкой. Тут мы разберем то, о чем предпочитают молчать даже те, кто вышел. Что такое общий режим? Почему строгий режим может сломать даже вора в законе? И чем особый режим отличается от пожизненного приговора? А колония-поселение – это санаторий или хорошо замаскированный ГУЛАГ? Мы не просто перечислим факты, мы окунемся в систему, которая изменилась с 30-х годов, но осталась верной своей сути. Систему, где можно выйти на волю, но не выбраться из нее. Где можно жить среди людей и не быть человеком. Ты узнаешь, почему некоторые заключенные живут почти как на свободе, а другие по 10 лет не выходят из камеры. Ты поймешь, как режим определяет не просто условия жизни, он решает судьбу, из которой не каждый возвращается. И главное, ты увидишь, что за решеткой можно оказаться даже не преступником, достаточно ошибиться один раз. Дальше будет жестче. В следующей главе ты узнаешь, как и зачем вообще появились эти режимы, и почему их пытались использовать как оружие против самих воров в законе. Но получилось ли? Друзья, если вы уже в шоке от того, что услышали, поставьте лайк под этим видео. Это очень помогает продвижению и дает понять, что вам важна правда, а не красивые мифы. А в комментариях напишите, что по-вашему страшнее, стены тюрьмы или люди внутри нее. Ответы я обязательно читаю. Продолжаем. 11 июля 1929 года. Подпись, печать, постановление, а за ним десятки тысяч сломленных судеб. Так началась история того, что сегодня мы называем режимами. Тогда это еще не называлось строгим, общим или особым. Тогда это называлось проще – исправительно-трудовые лагеря. Но не обманывай себя этим словом. Там не исправляли, там ломали. Быстро, эффективно и навсегда. Советская власть столкнулась с неожиданной проблемой. Сажать начали массово, а вот куда и как не знали. И тогда было решено сделать сразу две системы. Одну для тех, кто получил больше 3 лет, другую для мелочи с короткими сроками. Но с каждым годом цифры росли, колонии разрастались. И в конце концов все это свалилось под одно страшное слово – ГУЛАГ. Те, кто попадал туда, быстро понимали – свободы не будет. Но страшнее было другое. Ты не знал, кто сидит рядом. Крестьянин, убийца или шпион. Или просто не в том месте, не в то время. После смерти Сталина в 1953 году страна зашевелилась. Массовая амнистия, пересмотры дел, вроде как послабление. Но систему уже не остановить. Ее не отменили, ее просто переименовали. Так лагеря стали колониями, но внутри все осталось по-старому. А в 1958 году власть решает: разделим всех по степени опасности. Кому полегче – в общий режим. Кому посерьезнее – в строгий, самым опасным – особый. Ну и для примерных – колония-поселения. Но как часто бывает, все было не так просто. Истинная цель этого деления была не в заботе о справедливости, а в войне с воровским миром. Проблема была серьезнее, чем кажется. После войны оказалось, в лагерях почти некому работать. Мужики-фронтовики либо не вернулись, либо погибли. А воры, по своим понятиям, не имели права работать. Воровской закон запрещал держать лопату. Это считалось предательством. Система пошла на отчаянный шаг – устроить войну внутри зон. Стравить уголовников и трудовой элемент, вытеснить понятия через разделение, через режимы, через страх. Так и появились первые попытки изолировать заразу, разделить зэков, режимы как барьеры между культурами. Но разве можно изолировать идеи? Проблема была в другом. Система не понимала, режим это не решетка, это атмосфера, это отношения и это сила привычки. И воры в законе, как грибы после дождя, стали поднимать голову в самых легких колониях. Именно на общем режиме понятия зацвели с новой силой. Там, где их пытались изгнать, они стали законом. И вот парадокс. Пытались разделить, а получили обратное. Общий режим стал самым криминальным, строгий – самым контролируемым, а особый – кладбищем для живых. В следующей главе ты узнаешь, что такое колония-поселение. Звучит почти как курорт, но только если читать бумажные инструкции. А в жизни там валили лес, ели баланду и не могли выйти за ворота даже в выходной. Почему? Ответ тебя удивит. Представь, ты получил срок, но не за убийство, не за грабеж, а, скажем, за аварию по неосторожности или за драку без тяжких последствий.
Суд милостив. Говорит, будешь сидеть, но в колонии-поселении. И ты выдыхаешь. Кажется, повезло. Так думает каждый, кто впервые слышит это слово. Колония-поселение. Почти как деревня, почти как воля. Почти. На бумаге действительно почти рай. Заключенные могут ходить без охраны, свободно перемещаться по территории, а с разрешения даже выходить за ворота. Носить обычную одежду, не форму. Иметь деньги и пользоваться ими без ограничений. Жить в общежитии, а в некоторых случаях даже с семьей. Учиться в техникумах и институтах в городе. Получать посылки и свидания без жестких лимитов. Звучит как программа социальной адаптации. Увы, реальность другая. В 90-е колонии поселения превратились в рабочие зоны. Их официальная миссия – исправление через труд – зазвучала особенно зловеще. По рассказам бывших заключенных, люди валили лес по 12 часов в день. За миску баланды работали неделями без выходных. Нормы выработки нереальные. Не успел в карцер. Весь выходной день под постоянными проверками. Не выйти, не отдышаться, не быть собой. Свобода только на словах. Система держала на коротком поводке. Захотят – разрешат. Не понравился – заберут. Картинка колонии поселения выглядела идеально, на отчетах. Но каждый арестант знал. Здесь у тебя вроде бы и есть права, но только пока ты удобен и не вякнул. Сегодня стало мягче, камеры на воротах, чуть больше контроля, но суть осталась. Согласие администрации решает все. Хочешь выйти в город – улыбнись и жди разрешения. Хочешь жить с семьей – будь безупречным, без сучка и задоринки. Ключевое противоречие – колония поселения – это не воля, это иллюзия воли. Ты вроде бы свободен, но должен каждый день напоминать – ты заключенный. Тут в этих местах больше всего теряется грань. Между свободой и неволей, между человеком и винтиком. А теперь внимание, ты слышал, что общий режим считается легким, но именно там зреют самые жесткие порядки, самые сильные воровские понятия и самые хитрые механизмы выживания. Почему так? В следующей главе ты узнаешь, как устроен самый массовый режим, что значит жить в бараке с сотней других заключенных, и почему облегченка не награда, а ловушка. Барак. Длинный, как коридор в аду. Деревянные нары. Запах хлорки, пота и кипятка из тумбочки. Здесь не слышно сирен. Здесь гремят ключи, щелкают затворы. И говорят шепотом. Потому что одно неверное слово, и ты уже черт. Добро пожаловать на общий режим. Здесь сидит большинство заключенных. Те, кто оступился впервые. Те, кого суд пожалел, не отправил в тюрьму или на строгий. И те, кто просто не вписался в бумажные критерии для колонии поселения. На первый взгляд ничего особенного. Люди живут в бараках по несколько десятков в одном. Есть работа, столовая, прогулки, библиотека. Вроде бы все по уставу. Но если ты думаешь, что здесь проще, ты ошибаешься. Главное отличие общего режима – это трехуровневая система условий содержания. Обычная для большинства, облегченная для примерных, строгие для злостников. На обычные условия заключенный может тратить до 3 мрот в ларьке, иметь 6 краткосрочных и 4 длительных свидания в год, получает 6 посылок и 6 бандеролей. Нарушил дисциплину, добро пожаловать в строгие условия. Запираемое помещение, лимит 2 свидания и 3 посылки. Ходишь на 1,5-часовую прогулку, а потом обратно в клетку. Попробуй вырваться обратно. Нужно 9 месяцев без единого взыскания, а система будет делать все, чтобы этого не случилось. А вот если ты тише воды ниже травы, можешь попасть на облегченку. Больше свиданий, больше посылок и даже шанс за 6 месяцев до освобождения пожить за пределами зоны. Но только на бумаге. На практике облегченка почти недосягаема. Каждый шаг через бумагу, комиссию, разрешение начальника. И все может рухнуть из-за одного наряда, составленного дежурным. Но режим – это не только распорядок. Режим – это отношения, это неформальная власть, это понятие. И именно на общем режиме воровские традиции чувствуют себя как дома. Тут свои касты, свои пи***и, свои к***лы, свои мужики. Здесь не нужно охраны. Система охраняет себя сама. Через страх, через молчание, через правила, которым нет в законе. Внутри общего режима целый мир. Свои законы, свои суды, свои приговоры. И порой именно здесь, в самом массовом режиме, сидится тяжелее всего, потому что в отличие от тюрьмы и особого режима, здесь все завуалировано. Здесь ты не в клетке, но ты в системе, которая сожрет тебя незаметно, медленно, со вкусом. А теперь вопрос, если общий режим таков, то что тогда происходит на строгом? Кто туда попадает? Как выживают рецидивисты? И почему даже воры в законе считают строгий режим опасным? В следующей главе мы откроем двери в зону, где слабых не щадят, а каждый день как последний. В этой зоне не кричат, здесь шепчут, потому что даже слова могут стать уликами. Здесь не доверяют, не улыбаются, не прощают. Здесь учатся выживать, быстро или не учатся вовсе. Добро пожаловать на строгий режим.
Это уже не барак, это испытание на выносливость. Здесь сидят те, кто перешел черту, совершил особо тяжкое преступление, рецидивист, пойманный снова, или тот, кто отметился в зоне настолько, что его признали опасным для других. В отличие от общего режима, где можно спрятаться в массе, на строгом ты под прицелом каждый день. 3 уровня условий. Те же, но ощущения совсем другие. Обычные условия. Это база, здесь сидят большинство. 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в год. 4 посылки и 4 бандероли. В ларьке можно потратить 2 МРОТ. Все строго, но еще дышать можно. Но стоит оступиться, и ты уже в строгих условиях. Это уже не просто дисциплинарка. Это режим изоляции. Тебя запирают, тебе дают 1,5 часа на прогулку. 2 свидания в год, 2 посылки, 2 бандероли. Денег чуть больше половины от минимума. Все по секундомеру, даже мыслить приходится осторожно. И самое страшное не то, что ты сидишь один, а то, что ты никому не нужен. Ни администрации, ни другим зэкам, ни даже самому себе. Чтобы выйти из строгих условий, нужно 9 месяцев без нарушений. Но здесь это почти невозможно, потому что администрация сама заинтересована в том, чтобы ты остался здесь. 1 документ, 1 фиксация и все. Срок на строгом продолжается. Облегченные условия – это призыв за выдержку. Попасть сюда можно не раньше, чем через 9 месяцев без нарушений. Больше свиданий, больше посылок, 3 МРОТ на ларек, и вроде бы шанс вырваться, подготовиться к воле. Но таких единицы. Здесь все под колпаком. Любая мелочь, и ты снова вниз. На строгом режиме жизнь без фальши. Все знают, кто есть кто. Если на общем режиме можно отыгрывать мужика, то здесь все обнажено. Каждый знает, кто пидол, кто авторитет, а кто стукач. И вот парадокс. Многие воры в законе боятся строгого режима больше, чем тюрьмы. Потому что здесь система не играет в понятия. Здесь она давит. Холодно, молча и без крика. Но если строгий режим кажется концом, то что тогда особый? Это уже за гранью. Это территория без права на ошибку, где камера становится вечным домом, а тишина твоей единственной подругой. Здесь тишина такая, что слышно, как дышит бетон. И ты понимаешь, ты здесь надолго, возможно, навсегда. Это особый режим, самый строгий, самый изолированный, самый безнадежный. Здесь нет бараков, нет барабанов, нет шагов в коридоре. Здесь камеры. Камеры, где максимум 2 человека, а часто 1. Здесь сидят на пожизненном. Те, кому смертную казнь заменили на срок. Особо опасные рецидивисты, у которых за плечами больше преступлений, чем лет свободы. Их называют по-разному. Живые мертвецы, замурованные. И люди без горизонта. Условия особого режима. Даже среди ада есть градации. Обычные условия. 2 короткосрочных и 2 длительных свидания в год. 3 посылки и 3 бандероли. Лимиты на траты 1 МРОТ. Прогулка 1,5 часа в день. Один и тот же двор. Те же стены. Одни и те же шаги. Облегченные условия. Доступны только через год без нарушений. 3 краткосрочных и 3 длительных свидания. 4 посылки и 4 бандероли. На ларек 2 МРОТ. Прогулка та же, но у тебя появляется право на улыбку иногда. Строгие условия. Только камерное содержание. Помещение камерного типа. Траты 70% от МРОТ, и это максимум. 1 посылка и 1 бандероль в год. 1,5 часа прогулки, отдельно от других. Ты как будто в тюрьме, но на новом уровне. Здесь нет зоны, есть только ты, решетка и время, а время здесь перестает идти. Те, кто сидит на пожизненном, это особенная категория даже среди особых. Они не просто заключенные, они исключены из жизни. Их приговор в камеру на десятилетия, без возможности снижения. На особом режиме 10 лет на строгих условиях, только потом шанс выйти на обычное, но только если не будет нарушений, а если они есть, камера до конца, без горизонта, без будущего, без потом. В этих местах нет шума, нет понятий, нет разговоров по душам, здесь даже смотрящие молчат, потому что особый режим не требует лидеров, здесь каждый сам по себе. Это место ломает не телом, а разумом. Когда ты день за днем смотришь в белую стену, и единственное, что меняется, это день недели на календаре. Здесь не умирают быстро, здесь умирают незаметно. Но есть еще глубже. Есть место, где нет даже камер, где нет режимов, нет зэков и воров. Там просто бетон, тишина и смерть. Это тюрьма, крытка, крышка, как говорят сами заключенные. В следующей главе мы спустимся в самое дно тюремной системы, где даже тишина под контролем. Ты больше не в зоне, не в колонии, ты в крышке. Это не просто тюрьма, это конец маршрута. Пространство, где все под замком, где даже воздух, кажется, идет по графику. Тюрьма – это не колония, это отдельный мир. Закрытая система, где все решает бетон и решетка. И в этот мир попадают далеко не все. Кто попадает в тюрьму? Те, кто осужден на срок более 5 лет, и суд прямо указал.
отбыть часть срока в тюрьме. Или те, кто переведен в тюрьму за нарушение режима в колонии, исключительно мужчины, исключительно опасные или проблемные заключенные. Тюрьма – это не наказание, это изоляция от изоляции. Если колония – это хоть какая-то жизнь, то тюрьма – это существование. Условия содержания всего 2 режима, общий и строгий. В общем режиме 1 брод на покупке в ларьке, 2 краткосрочных и 2 длительных свидания в год, 2 посылки и 2 бандероли, 1,5 часа прогулки в день. Звучит похоже на колонию, только здесь ты не ходишь, тебя выводят. Не говоришь, а отчитываешься. Не думаешь, а подчиняешься. Строгий режим 60% от МРОТ, это твой максимум. 1 посылка и 1 бандероль. 2 краткосрочных свидания, и все. Прогулка 1 час в день, все остальное время камера. Открываются по расписанию, закрываются по команде. Каждое движение под камерами. Каждое слово может стать основанием для наказания. В тюрьме нет понятий, нет авторитетов. Даже воры в законе здесь снимают корону. Почему? Потому что здесь правит только система. Здесь не общаются, а выживают. Не живут, а терпят. Именно здесь ломаются самые стойкие, потому что тишина здесь тяжелее цепей. Самая тяжелая пытка – одиночка. Человек начинает разговаривать с трубами, слышать свои шаги как голос надзирателя, и через пару месяцев забывает, какой день недели. Тюрьма – это не про срок, это про то, сколько от тебя останется после срока. Но зачем все это? Почему одни попадают в колонию, а другие в тюрьму? Почему система сделала столько уровней наказания, от колонии поселения до крышки? В последней главе мы подведем итог, расскажем, как работает эта машина, и почему она продолжает жить, даже тогда, когда кажется, что времени больше нет. Ты получаешь приговор, срок, лет 5, 10, может 15, но самое важное не в цифре, а в следующей строчке. Судья говорит: отбыть наказание в колонии строгого режима, и в этот момент все решено. В пенитенциарной системе режим – это не просто уровень строгости, это реальность, в которую ты попадаешь. Это то, сколько раз в год ты увидишь родных, сколько книг сможешь получить, сможешь ли ты выйти на воздух. И будет ли вообще с кем поговорить? Режим – это не только тюрьма, это твоя роль в мире, где все решено заранее. Будешь ты мужиком, сломаешься и станешь ***кой, или выберешь козлить и пойдешь под администрацию. Кто решает, на какой режим ты попадешь? Формально суд. На практике все решает формулировка обвинения и твоя история. Сидел раньше – получай строгий, рецидив – иди на особый. Даже если ты не опасен, даже если был шанс. А дальше вступает в игру администрация. И уже внутри колонии или тюрьмы решают, будешь ли ты на обычных условиях, или сразу пойдешь на строгие, или останешься в изгоях. Теоретически все прописано. 9 месяцев без нарушений, и ты на облегченке. Примерное поведение можно перейти из строгого в обычный. Но на практике любой рапорт, даже выдуманный, это снова на дне. Своих прикрывают, ненужных ломают. И вот вопрос, зачем система все это делит? Почему не сделать одну справедливую модель? Ответ страшен своей простотой. Разделяя, легче управлять. Изолируя, проще контролировать. Создавая разные условия, власть может поощрять и карать без суда. Все это не просто режимы, это слои ада. И каждый уровень со своими демонами. В колонии и поселении – иллюзия свободы. На общем режиме – власть понятий. На строгом – физическое и моральное давление. На особом – пустота. А в тюрьме – тишина, которая ломает разум. Режим – это не география. Это не просто забор и вышка, это внутреннее состояние, то, как ты спишь, как ешь и как думаешь. Станешь ли зверем или останешься человеком? А теперь представь, ты на суде, и одна маленькая строчка в приговоре решает, кто-то на ближайшие 5, 10, 15 лет. Один режим, и вся жизнь идет по другой траектории. Так что в следующий раз, когда услышишь слова «общий режим», «особый», «колония поселения», вспомни все, что ты узнал, и задай себе главный вопрос. Если бы ты оказался по ту сторону, на каком бы режиме ты выжил? Понравилось видео? Поделись в комментариях, какая из глав впечатлила тебя больше всего. Поставь лайк, это помогает продвигать тему, которую многие боятся поднимать. Подпишись и увидишь, как работает мир, о котором не рассказывают на свободе. Это был канал о тюремной жизни, жестко по делу и по-настоящему. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.